Приветствуем тебя, наш дорогой зритель. Наша радиоактивная команда уже побывала практически во всех уголках Чернобыльской зоны. На сегодня нам выпала уникальная возможность побывать в самом сердце зоны отчуждения, а именно внутри Чернобыльской атомной электростанции. Многие из вас, кто давно интересуется темой Чернобыльской катастрофы, знают о том, что есть такой отдельный вид туров, как посещение самой станции. Побывать на блочном щите управления 3-го блока и 4-го блока, постоять на крышке реактора и пройти мимо огромных насосов, подающих воду в реактор. Но мы пошли дальше и побывали там, где находиться обыкновенным смертным запрещено. Тащи к монитору кружку с чаем или что-то там больше всего любишь, и мы начинаем тебя удивлять. Для начала немного освежим, так сказать, память и вспомним, что из себя представляет на сегодняшний день Чернобыльская атомная электростанция. После остановки последнего блока номер 3, которая произошла 15 декабря 2000 года, ЧАЭС прекратила свое существование как атомная станция. И казалось бы, реакторы больше не работают, и на это можно спокойно поставить крест. Но есть одно очень важное «но». Атомная станция – это все-таки ядерно опасный объект. За время работы с 1975 по 2000 годы накопилось достаточно большое количество отработанного ядерного топлива и различных радиоактивных отходов разного состояния. Плюс ко всему нужно добавить момент катастрофы 1986 года, после чего осталось очень много проблем, которые разгребают и по сей день. Когда мы рассказываем нашим туристам о том, что сегодня на ЧАЭС работает персонал, у многих на лицах возникает легкое недоумение и всплывает вопрос: а что же они там делают? Она же не работает. По состоянию на сегодня на Чернобыльской атомной электростанции персонал проводит комплекс мероприятий, которые можно описать одной фразой: снятие ядерно опасного объекта с эксплуатации. Весь процесс вывода ЧАЭС с эксплуатации займет огромный период времени, конец которого виднеется аж в 2064 году. Вся эта история по закрытию станции делится на 4 долгих этапа, о которых мы сейчас вам коротко и поведаем. Первый этап дал возможность провести подготовительные процессы, во время которых осуществлялось изъятие и перемещение отработанного ядерного топлива в хранилище. В них тепловыделяющие сборки смогут находиться на долгосрочной основе. Вторым этапом является окончательная консервация реакторов станции. Данная процедура является достаточно долгой и займет примерно 15 лет. За этот период на каждом энергоблоке будут вестись работы по освобождению активной зоны реактора и реакторного оборудования от источников ионизирующего излучения, а также будет проведен ряд работ по приведению энергоблоков ЧАЭС до состояния, которое исключит возможность использования их для производства электроэнергии. Третий этап выдержки даст возможность естественным путем снизить уровень радиоактивности на территории станции путем полураспада некоторых радиоактивных элементов. Ну и последним, четвертым этапом станет процесс демонтажа реакторных установок и оборудования. В этот момент на станции будут вестись работы по очистке и дезактивации площадки ЧАЭС с целью максимального снятия регулирующего контроля и массы ограничений. Сегодня на территории Чернобыльской АЭС ведутся работы по перевозке отработанного ядерного топлива в хранилище, а также демонтаж и дезактивация оборудования. К примеру, к концу 2020 года была проведена работа по перемещению 186 кассет отработанного ядерного топлива в специальное хранилище, в котором оно сможет храниться примерно 100 лет. Сейчас в машинном зале Чернобыльской станции собрана и приведена в работу специальная установка для дезактивации загрязненного металла. По факту эта установка чем-то напоминает камеру очистки металла методом пескоструя, когда при помощи струи сжатого воздуха и песка снимается верхний слой покрытия металлоконструкции. Современная установка дезактивации металла – это по сути старая система, которую применяли неоднократно в промышленных целях и ранее. Единственное отличие установки дезактивации металла в том, что вместо песка со сжатым воздухом будет вылетать мелкая стальная дробь. Такая установка является частью целого плана по обращению с радиоактивными отходами на Чернобыльской станции и в дальнейшем поможет провести дезактивацию огромного количества грязного металла для его дальнейшего пользования или безопасной утилизации. Хоть Чернобыльская станция не работает по прямому назначению, это не помешало ей дальше говорить о себе. Не так давно мы писали о том, что представлял собой весь проект нового безопасного конфайнмента. После перехода арки на баланс ЧАЭС была проведена масса испытаний систем безопасности, которые имеют в своем арсенале конфайнмент. Относительно недавно под самим огромным арочным сооружением в мире была проведена работа по 3D-сканированию объекта укрытия и внутреннего пространства под аркой. В свою очередь, это позволит в дальнейшем облегчить мониторинг контроля тех или иных конструкций НБК или объекта укрытия. В дальнейшем система мониторинга при помощи 3D-сканирования поможет более точно ставить задачи и снизить дозовые нагрузки на персонал при демонтаже конструкции саркофага.
Катастрофа 1986 года, полная остановка ЧАЭС в 2000 году не остановили ход истории этого уникального по своей сути объекта. Да и не объект это вовсе, это целая история. История, которая еще пишется, история, в которой еще будет очень много нового и удивительного. Это наша с вами история, ребят. Большое спасибо за просмотр, наш дорогой зритель. В скором времени ожидайте, пожалуйста, новые интересные ролики, которые мы будем специально готовить для вас, связанные с материалами Чернобыльской станции. Это только лишь первый выпуск, впереди еще много интересного. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить обязательно колокольчик и палец вверх. Это будет вашей лучшей поддержкой и отличной мотивацией для нас для подготовки нового материала. Увидимся!